Всем доброе утро. Это канал Финкель Story. Время на часах 7:46. А это значит, что мы отправляемся куда? На экскурсию от программы МАСА в район Иерусалимских гор. Сегодня должно быть что-то очень интересное. Она на целый день идет с 8 утра до 8 вечера. Так что хорошего просмотра. Ждем наших ребят и отправляемся на экскурсию. Несмотря на это, здесь до сих пор бывают незаконные раскопки. Черные копатели это называется. Потому что за всем не уследить. Иногда ведут экскурсию в какое-нибудь новое место. Бабам, а там копали. Ай-яй-яй. Это Илла, наш экскурсовод по этим местам, я ее перевожу. Как вы с ивритом? Ничего? לאט לאט. אני יודעת קצת רוסית, טיפה. בסדר. Но я буду присутствовать, если что. טוב, אז ילדים, בואו נתחיל איתכם. אתם יודעים למה אתם פה היום? Дети, вы знаете, что здесь будет сегодня? יואל אמר לכם? Хафилот. הולכים לחפור, נכון? Мы будем копать, да? מרשה זאת עיר שהיא אפילו מוזכרת בתנ"ך 4 פעמים. Город Мареша упоминается уже в еврейских писаниях, в еврейской Библии, в Танахе 4 раза. 4 раза уже. והעיר התנ"כית של מרשה הייתה שם, על הגבעה הזאת. И вот это тот самый холм, о котором рассказывал, который Тель. Вот там и был тот город 3000 лет назад, 2600 назад, помните, до изгнания? Больше 3000 лет назад тут были ханаанейцы, которые жили вот на этом холме. והכובע הזה, И это, הוא יהיה התקופה הכנענית פה בתל מרשה. и эта кепка будет ханаанейская эпоха в Мареше. Потом землю эту поделили на 12 колен. Когда вышли евреи из Египта, то одно из них, Иуда, занимает эту землю. שבט יהודה, Это הכובע הזה מסמל את שבט יהודה. племя Иудина, колено Иудина. Опа, еще одна. Да, потому что они сверху поселились. На том слое, следующий слой. Минус 586, пришли вавилоняне. Помните, что они сделали? Они угнали всех в плен. И теперь будет следующий слой разрушения, вавилонского разрушения. Да, вот он будет слой. שכבת חורבן בבלי. Вот он. אנשים חדשים יבואו לגור פה, שקוראים להם, עם שקוראים להם אדומים. И сюда придут новые люди жить, соседи, идумеи. Они, помните, пришли сюда? Да. אם שמעתם על הורדוס, על המלך הורדוס, Слышали про Ирода что-то? Ирод. Страшно. סבתא שלו הם היו מפה, הם היו אדומים. Так вот, его дедушка с бабушкой жили тут, в этом месте, в Мареше, они были идумеями. והם העיר האדומית פה במרשה. Это идумейский слой. Заметили, да? Какая высокая шапка. Так вот, сначала весь город превратился в греческий город. וככה חברים נוצר תל. И так появился холм, потому что потом они слезли. Помните, Александр ему рассказал, как делать акведук? שכבות על שכבות של ציוויליזציה, ויש לנו פה את... Вот так выглядит холм. Это Тель. Помните, в эллинистическую эпоху очень большой город стал, очень цветущий. И куда спустились люди? Вот сюда, с боков. Видите, на холме, а есть маленькие холмы тут с боков.
И мы будем копать вот тут на плечах, не наверху, где куча сложных слоев, а здесь, где просто один слой, греческий. Мы будем копать в пещерах, наконец-то нам будет полегче, чем сейчас. חברים, אנחנו הולכים היום להתלכלך קצת. Мы сейчас будем пачкаться. Готовы? Как вы думаете, она такая и получилась, потому что тут водичка текла и промыла тут? Или люди сделали такую пещеру? אז אנשים רצו לבנות את הבתים שלהם. Ну, помните, когда город спустился на плечи к Мише, вот, с холма, с головы, то люди хотели строить свои дома? Ну, и они строят из того, что есть вокруг обычно, правда, люди? И поэтому люди, которые жили на северном плече, на северном холме, они строили свои дома из... Что тут у нас есть? Из мела, микертон. Что они делали? Они выламывали отсюда куски этого мягкого известняка и несли строить свои дома. И теперь мы будем копаться просто в мусоре прямо, который выкинули 2200 лет назад в Хануку. Да, помните Ханука, праздник такой? Вот это вот то время. Снимают один слой, выламывают его, видно? Ровная линия такая. Зубилом, да, отсоединяют, выламывают, потом еще слой, еще. Да, это просто камуфляж. Большой песочек. עכשיו זה יהיה קצת מורכב, אני אצטרך... Сейчас будет немножко сложно. Мы будем доставать отсюда ведра по цепочке. Внимание, сейчас мы будем просеивать. Пока вы пьете, глазки сюда. הדבר הכי חשוב שמסננים זה כיוון הרוח. Уголь! Его назад в это ведро. Где ведро? Куда ведро? Какое-то благовоние, может быть, что-то чем-то обмазываться, благовонное масло. Что это такое, ребята? Эцем? Какая кость? Все молодцы!
Мы копали, сделали эту цепочку, все это просеяли. Вы просто молодцы. Всю эту дорогу мы делаем под землей. Там будут гореть свечи. Не, свечи не задувайте, не трогайте, они нам освещают дорогу. Не стоит их задувать, правда? Не, вот там уже вот видно, вот это выход из пещеры. Не, фишка в том, что нам надо успеть в другую пещеру, колоссальную, с сталактитами. Это не она. Ну что Здесь там? метро просто. Темно. Подземный переход, музыканты, все. Ух, прикольно как. Катя, ну все, давай, пока. Увидимся в Ашдоде. Ты в порядке? Держи. Ну здесь просто тесно будет втроем. Мне ж надо передать тебе. Ладно, прикинь, если там кто-то застрял. А дальше есть хоть проход? Нет? Не знаю, кто. Но это связано. Ладно, кайфуйте, кайфуйте, все нормально. Маркус, Привет. что это? Носилка. Это настоящий клад. זה מטבעות כסף. והבחור הזה Серебряные של монеты. המטבעות קוראים לו אנטיוכוס. Огромный, мы с вами пойдем и увидим эти камни, да, которым миллионы лет. Дети, вы играли когда-нибудь на пляже мокрым песком, делали такие сосульки вверх? Да. Да? Вот, так получается в пещере, когда капает водичка и в ней известняк растворенный, только очень-очень мелкий, не как песок. Она капает, и эта сосулька растет вверх. И такие же сосульки растут вниз, и мы их увидим. Теперь, вот куда мы ездили. Вот большая карта. Большая, не очень большая. И можно видеть, тем, кто смотрит, конечно,
Тем, кто смотрит, можно видеть, как мы ехали. Вот тут город Ашдод, город-герой Ашдод, потому что вы оттуда, правильно? И мы ехали вот сюда, на границу гор. Помните, мы сейчас видели, где горы высокие начинаются, да? Мы проехали город Бет-Шемеш, вот здесь. Начинается возвышенность. Видно? И вот сюда чуть-чуть заехали уже на сами горы. Это горы Иудеи. Помните, откуда Иудея, да? Тут было колено Иудина. Вот. Горы Иудеи. И дальше, если поедем дальше, будет Иерусалим. И мы туда и собираемся ехать ближе к Иерусалиму, после того, как увидим эту потрясающую пещеру с этими сосульками из камня. Сталактит и сталагмит называется. У нас тут есть минут 10, пока нас заберут. Хорошо? Там другие группы уже. Надо подождать, пока они пройдут. Итак, за моей спиной город Бет-Шемеш. И там возле него находятся два старых места. Одно называется Цора, другое Эштаоль. Оттуда родом тот самый Самсон, разрывающий льва, Шимшон. Если вокруг нас земли колена Иудина, то колено Данова, из которого происходит Шимшон. Это такие анархисты, индивидуалисты. Они здесь у них была небольшая, да, их граница с Иудой. Например, сегодня, там, где Тель-Авив и соседние города, это называется Гуш-Дан, колено Данова. И вот здесь колено Данова граничило с коленом Иудиным. Кто происходит с колена Иуды? Царь Давид и все его потомки. Это царское колено. Иерархия власти. Иуда. Дан – анархисты. Как это выражается? Когда человек из колена Дана судит весь народ Израиля, что он делает? Он в одиночку идет и всех убивает. Это Самсон. Это колено Данова. И вот тут они соседствуют. И вот Самсон оттуда, а мы уже в землях колена Иудина. Тогда из-за этой крошки поменяется вся пещера, потому что она именно, когда тут не было людей, тут же не было крошки. Смотрите, как тихо. Смотрите, вот эта сосулька, она росла сверху, еще и снизу, а потом они встретились, видишь, посередине срослись, получился столб. Видишь? А вон там много маленьких сосулек. Видишь? Вон там, маленькие сосулечки. Always another day, and you won't have to hide away. You'll be a man, boy, but for now it's time to run. It's time to run. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run. And disappear in the trees. Always another day, and you won't have to hide away. You'll be a man, boy,
После всех приключений в пещерах, следующей остановкой на очереди был кибуц Цуба. Там мы делали шоколад ручной работы. Последним местом нашей экскурсии стал небольшой пеший маршрут в палестинской деревне Сатаф, которая находится около Иерусалима. Тель-Авив. Это перевод книги Теодора Герцля «Старая Новая Земля», так назвали город. Но еще случайно, когда евреев изгнали в Вавилон, они жили возле города Тель-Авив, там в изгнании. Теперь, и он приезжает, и он пишет про прекрасный Израиль, который он видит в своем воображении. Там все эти европейские интеллектуалы ходят по венским лесам с соснами. Да? Ну как, представляешь себе, бор, он же вырос в Вене. И вот, но почему эти сосны? Потому что сосны быстрее растут. И нужно было застолбить земли, потому что все это застроить не успеешь. А турки спросят с тебя. Помните, турки были? Да? Турки спросят с тебя, что ты сделал? Сделал горчицу остренькую. Можно просто разломать, попробовать. Можно? Да. Там будет выскакивать зернышко, его надо поймать. Это горчица. Горчица называется горчица белая. И тут есть еще два вида этой горчицы. Мы хотим поблагодарить нашего гида Юэля, который был вместе с нами весь этот увлекательный день. Ссылки на его YouTube-канал и Telegram мы оставим в описании. Ну что, как тебе экскурсия? Понравилась? Экскурсия потрясающая. Конечно, Сахлав умеет делать экскурсии. Так что, если вы хотите повторения Таглиты, то Масса вас ждет. Настолько информативная, настолько вкусная была, настолько интересная, что, наверное, мы даже не устали. Ну что, до новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всем пока, всем приятного просмотра.